На растительном масле обжариваем лук и куриное филе. Добавляем болгарский перец, у меня замороженный, и жарим еще буквально 2-3 минуты. Подсаливаем, перчим, вливаем сливки и тушим еще 5 минут. Из тонкого лаваша я вырезала кружочки диаметром приблизительно 10 сантиметров. Каждый кружочек наполняю начинкой и складываю в форму. Форму я предварительно смазала растительным маслом. Присыпаем натертым сыром и отправляем в духовку. Температуру устанавливаем 180 градусов минут на 10. Получается не только красивое блюдо, но еще и очень вкусное. Обязательно попробуйте приготовить. Картофель нам нужно нарезать кружочками, приблизительно 5 мм. Отправляем в глубокую емкость и добавляем специи. Орегано, куркума, черный молотый перец по вкусу и соль. Вливаем немного растительного масла и хорошо перемешаем. Теперь нам нужно взять глубокий противень и выложить в него картофель. Отправляем в духовку на 15-20 минут. Температуру устанавливаем 180 градусов. Тем временем я мелко нарежу лук, болгарский перец и куриную грудку. Далее на растительном масле обжарим лук. Добавим к нему куриную грудку и обжарим еще 5-7 минут. Сюда же отправляем болгарский перец и жарим еще 2-3 минуты. Ну и в конце все это нам нужно хорошо подсолить. Картофель у нас почти готов. Выкладываем на него мясо с овощами. И все это заливаем сливками. Теперь минут на 10 ставим обратно в духовку. За 5 минут до готовности присыпаем натертым сыром. Это очень аппетитно выглядит, а как же вкусно пахнет. Картошка с мясом получается очень мягкие и сочные. На курином филе делаю надрезы крест-накрест. Для маринада в глубокую емкость кладем 2 столовые ложки сметаны, вливаем соевый соус, добавляем соль, черный молотый перец и чеснок, пропущенный через пресс. Все хорошо перемешиваем. Опускаем туда куриное филе и оставляем мариноваться минут на 15. Тем временем на тонкие кружочки нарежу картофель. И выкладываю в форму, смазанную растительным маслом. Слегка подсолю. И сверху выложу куриное филе.
Оставшийся маринад выливаю сверху и ставлю в духовку. Температуру устанавливаю 180 градусов на 30-35 минут. Отдельно смешаю сыр, натертый на крупной терке, и одно яйцо. И спустя 30 минут покрою им мясо. Отправляю снова в духовку минут на 5-7. Очень нежное и очень сочное куриное филе получается по этому рецепту. На небольшие кусочки нарежу куриное филе. Отправляю мясо в форму, смазанную растительным маслом. Подсолю, поперчу и перемешаю. В глубокую емкость вбиваем 2 яйца. Слегка подсаливаю и перемешиваю. Добавлю 10% сливки и снова перемешаю. Заливаем куриное филе и отправляем в духовку. Температуру устанавливаем 180 градусов на 30-35 минут. Куриную грудку нарезаем на небольшие кусочки. Мелко нарезаем лук. Морковь нарезаем соломкой. Разогреваем сковороду и вливаем растительное масло. Выкладываем курицу и обжариваем до румяной корочки. Далее к ней добавляем лук и жарим до прозрачности. После чего морковь и жарим еще 2-3 минуты. По вкусу добавляем любые специи, которые вы любите. Соль. Вливаем воду, накрываем крышкой и тушим на минимальном огне 10 минут. Спустя 10 минут добавляем хорошо промытый рис, разравниваем, накрываем крышкой и готовим на минимальном огне до готовности риса. При таком способе приготовления рис получается рассыпчатый и очень вкусный, а самое главное, что все готовится в одной сковороде.